Здравствуйте, Девы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Давайте посмотрим, что же вас ожидает, какие карты вам сегодня выпадут, что интересного произойдет у наших дорогих Дев. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете лайк оставить, сообщение, все, что будет вашей душе угодно. Любая активность с вашей стороны приветствуется, поэтому пишите, не стесняйтесь. Итак, Девы, давайте посмотрим, что же ожидает наших Дев на следующей неделе. Неделя с 29 декабря по 4 января. Какие карты вам сегодня выпадут? Итак, Девы, давайте посмотрим. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница. Суббота. Воскресенье. Итак, что у нас здесь есть? У нас есть паж мечей, первая карта, но рядышком тут еще и карта правосудия. То есть, может быть, возникает какая-то ситуация, где вам хочется разобраться в чем-то, в каком-то вопросе, касающемся закона или каких-то документов, или каких-то вот таких правовых вопросов, либо какого-то спорного момента. Кто-то с кем-то выясняет отношения. Возможно, вы хотите с кем-то выяснить отношения, пытаетесь разобраться, опять-таки, в ситуации со стороны сначала на эту ситуацию посмотреть, понять, насколько человек все-таки прав или не прав в своих действиях, а может быть в отношении к вам. Паж мечей, он также у воздушной стихии, то есть может быть общение с воздушным знаком зодиака, то есть весы, близнецы или водолеи, может быть, имеют какое-то важное для вас здесь значение. Ну и также, да, здесь есть как возможность решить какой-то вопрос, решить какой-то спорный вопрос. То есть у вас есть шанс это сделать как будто вовремя, очень удачно, очень быстро, да, очень удачно. Возможно, так. Итак, карта паж мечей, здесь девятка жезлов, как по девятке жезлов. Кто-то может опять-таки отгораживаться, сторониться, выстраивать барьеры. Вы можете наблюдать за этим человеком по девятке жезлов. Также может быть как желание найти способ завершить какое-то начатое дело, довести начатое дело до конца. Вы ищете этой возможности, этого шанса. И пытаетесь чуть ли не по канату тонкому пройти, но чтобы прийти к своей цели, то есть как-то лаврируя, балансируя, да, но что-то довести такое вот до конца, что-то выполнить и быть упрямыми в своих действиях. Это то, что вы можете здесь сделать. Карта правосудия, карта, как я уже говорила, выяснение отношений. Действительно, здесь может быть решение какого-то спорного вопроса с другими людьми, когда вы пытаетесь отстоять свою точку зрения. 2 раза карта правосудия выпадает, как будто привести к балансу, может быть, в каких-то отношениях найти компромиссы или, ну, да, опять-таки сбалансировать ситуацию, найти что-то вот такое усреднее, да, какой-то усредненный вариант решения. Поэтому карта правосудия, может быть, какая-то кармическая ситуация, которая у вас здесь прорисовывается, Девы, поэтому, собственно, да, и такая карта может быть. Также вы здесь стараетесь быть очень ответственными и в правовых аспектах, и в там, документах каких-то, и в отношениях с людьми в целом, то есть быть ответственными. От других вы требуете ровно столько же, сколько требуете от себя. То есть честные, ответственные, внимательные к тому, что вы делаете. Карта весов, может быть, общение с весами у кого-то из вас будет важным. Дальше пятерка жезлов, карта преодоления трудностей и необходимости справиться с какими-то препятствиями, какими-то проблемами, может быть. И с семеркой пентаклей вы прикладываете много усилий в том, чтобы потом ваши усилия дали плоды, дали результаты. Не сейчас, не в этот день, но вы как будто бы хороший фундамент для этого закладываете, какие-то действия выполняете, которые приведут вас к вашей цели. Но по пятерке жезлов для вас это как борьба, как испытание или как сложная задача, которую вы здесь решаете. Как раз вот и стараетесь делать это терпеливо, да, решать эти вопросы, потому что вы знаете, что вы сейчас сажаете какое-то семя, которое потом даст свои плоды, свои результаты. Карта рыцаря пентаклей, ожидаемые события, действия, может быть, ожидаемые поездки, потому что рядом еще шестерка мечей, ожидаемые, запланированные, тогда, когда у вас нет спешки, то есть это не спонтанные решения, а вот вы заранее купили билеты, и вы знаете, что вот в этот день вы это там едете или делаете.
Может быть, вас даже где-то кто-то ждет, и вы едете с подарком. Рыцарь Пентаклей, земной знак, это может быть общение с земным знаком зодиака, таким как вы, это девы, может быть, тельцы или козероги. И с восьмеркой кубков, опять-таки, как уход, отъезд, куда-то едете, может быть, испытываете неуверенность в том, как вас там примут, будут ли рады вас видеть, допустим, по восьмерке кубков, или боитесь разочароваться, может быть, разочаровываетесь в день отъезда, что-то не совсем так складывается, как хотелось бы, или здесь вас может по рыцарю Пентаклей, да, вы очень терпеливо стараетесь ко всему относиться, но по восьмерке чаш можете чем-то быть разочарованы. Хотя стараетесь, опять-таки, не подать виду. Карта шестерка мечей, карта поездки, путешествия, какой-то смены обстановки, возможности здесь какой-то хороший шанс использовать, касающийся, опять-таки, поездок. Возможно, также и шанс что-то узнать, если вы проявляете интерес, любопытство. Может быть, как раз вы куда-то едете, чтобы что-то узнать или понять о ком-то. И по тузу жезлов много импульсивности, много решительности, много желания. Вот когда, если не сейчас, да, если не сейчас начать действовать. То есть вы готовы к каким-то переменам, вам хочется этих перемен. Карта девятка кубков, карта праздника, застолий, пиршества, каких-то мероприятий, где вы можете даже себе позволить лишнего чего-то съесть или выпить, поэтому нужно быть в этом плане осторожнее. И семья, четверка жезлов, встреча с семьей, с близкими, с родственниками, не знаю, с детьми вашими или внуками по четверке жезлов. То есть вы чувствуете гармонию, вы чувствуете процветание в кругу этих друзей или там близких ваших. Может быть, какая-то, опять-таки, поездка, где вы едете, встречаетесь со своими родственниками. И двойка кубков тоже. Или дети, с которыми вы здесь общаетесь, или внуки, да, двойка кубков часто говорит про детей. Ну и в целом парные отношения. То есть это и отношения с друзьями, встречи с друзьями, и отношения с любимыми, как ощущение родственной души, которая у вас есть в воскресенье. Вы проводите время с человеком, который для вас родной, близкий, который вас понимает. И по тузу мечей вы здесь решаете какие-то вопросы, действуете очень смело, очень решительно, вы не медлите, вы здесь очень свободные, чувствуете эту свободу по тузу мечей. Какие-то идеи приходят в голову, реализация этих идей, собственно. Очень хорошая для вас карта. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для дев мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!